Всем привет! Сегодня я расскажу про новый AI-инструмент, который позволяет локально на своем ПК генерировать 3D-модели. В видео я использую свой стиль Banana 2, который я бесплатно раздаю в телеграм-канале. А также там вы найдете бесплатный словарь казуального стиля для нано-бананы и много других полезных материалов. Чтобы установить приложение, перейдите по ссылке на GitHub и на странице проекта найдите ссылку Releases. Далее для Windows выберите файл Modly Setup.exe. Запустите установку. Обязательно выберите опцию «Доступен для всех пользователей». Выберите путь установки программы. Запускаем приложение. Вам предложат выбрать путь хранения тяжелых моделей. Выбирайте диск с минимумом 40 гигабайт свободной памяти. После установки топ-файлов вам откроется пустое окно приложения. Сначала кратко покажу полезные вкладки. В Settings Storage можно увидеть и изменить все пути хранения файлов, а также очистить кэш. В Logs отображается журнал ошибок, откуда их удобно скопировать. А в About вы найдете разные полезные ссылки, включая ссылку на Discord сообщества, где можно найти поддержку и полезную информацию по настройкам Workflow. Далее переходим на вкладку Extensions. Тут уже предустановлено 3 базовых расширения, и нам нужно только скачать основные рабочие модели. Нажмите кнопку Install from GitHub. Вам откроется строка ввода ссылки. Все ссылки на доступные для скачивания модели есть на странице Modly на GitHub в разделе Extension System. Просто копируем нужную ссылку, вставляем в строку ввода и жмем Install. В появившейся карточке модели жмем кнопку Download. Процесс может быть не быстрым, до часа, в зависимости от скорости вашего интернета. Я рекомендую начать с Hanyuan. Доступно 3 варианта модели по весу и скорости работы. Tripo также отличный вариант, а вот с Trellis лично у меня возникли ошибки. По итогу модель так и не заработала. После установки модели во вкладке Generate по-прежнему пусто. Это нормально, так как требуется еще создать Workflow. Сейчас покажу как. Заходим во вкладку Workflows, жмем New Workflow. Открывается пустое рабочее пространство. Справа меню выбора Node. Ищем нужную модель внизу списка и перетаскиваем ноду на рабочее пространство. Эта основная нода отвечает за генерацию 3D-модели. Далее из базовых нод я выбираю ноду Image, позволяющую загрузить картинку. С остальными base-нотами предлагаю вам поэкспериментировать самостоятельно. Также у нас есть 3 полезные ноды, работающие с итоговой 3D-моделью. Optimize Mesh позволяет задать максимальное количество полигонов в модели. Remesh пересобирает сетку, а Export Mesh позволяет автоматически сохранить модель на ваш компьютер. Ноды соединяются связями по простой логике. Сначала мы загружаем картинку, затем передаем информацию ноде, которая создает по картинке 3D-модель, а далее, если хотим, как-то дорабатываем сгенерированную модельку. Все заданные настройки в этом workflow, включая загруженное изображение, будут являться параметрами по умолчанию, когда будете генерировать модельки в основной вкладке Generate. Чтобы удалить ноду, выделите ее и нажмите Delete, а для удаления связи кликните по ней правой кнопкой мыши. Селектор Disable Enable позволяет отключить ноду, сохранив ее видимость на вкладке Generate, а иконка глаза полностью скрывает ноду на вкладке Generate, не удаляя ее из Workflow. Настроив Workflow, идем во вкладку Generate. Загружаю картинку. По параметрам. Quality отвечает за качество работы AI-модели, а Mesh Resolution за разрешение сетки 3D-модели. Оба эти параметра непосредственно влияют на скорость генерации и нагрузку на ваш компьютер. Число Guidance Scale можно немножко поменять, но для большинства задач стоит держаться диапазона от 4,5 до 8,5. 5,5, на мой взгляд, оптимально. Число seed – это уникальный ключ генерации. С одинаковым seed при прочих равных параметрах вы будете получать идентичный результат генерации. Seed -1 означает, что каждый раз выбирается случайный seed. Далее выставляю максимальное количество полигонов на 10К. Помните, что этот параметр также влияет на производительность и скорость генерации. Жму Generate. Скорость создания модели напрямую зависит от вашего компьютера и может занять много времени. Просто
Просто дождитесь окончания генерации. Смотрим на результат. Я довольна. 3D-специалисты, возможно, скажут «фу» на сетку, но нам, как художникам, многого не надо. Далее продемонстрирую генерацию на 1500 полигонов с ремешем сетки. Не без косяков, конечно. Думаю, спецы полууполи смогут прокомментировать лучше. Но в целом неплохо. Ну а самый сглаженный результат, конечно, на большем количестве полигонов. Я поставила 50К. Полученную модель можно скачать и настроить цвет и свет в любом 3D-редакторе. Но я продемонстрирую дальнейший 2D пайплайн, сделав скриншот прямо из приложения. Идем в банану, вставляем наш скриншот, команду и описание стиля, который я раздаю в своем телеграм-канале. Если результат кажется слишком 3D-шным, то с помощью простой команды сначала извлеките лайн со скриншота, а затем повторите прежний пайплайн. Симпатичные фламинго получились, как думаете? Ну вот и все. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, а также не забудьте про подписку и лайк. Жду вас в своем уютном телеграм-канале. До новых встреч, друзья!